Всем привет, дорогие зрители и подписчики! С вами Вадим Савенко, и вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим об Ип Мане. Погнали! Ип Ман – мастер китайских боевых искусств и представитель стиля Вин Чун. В 50-х, 60-х годах в Гонконге Ип Ман первым начал открытое преподавание кунг-фу Вин Чун, которое до той поры оставалось клановым. В Европе и Америке известен также как учитель Брюса Ли, познакомившего западный мир с китайскими боевыми искусствами. Ип Ман родился 14 октября 1893 года в городе Фушань в китайской провинции Гуандун. Родом Ип Ман был из аристократической и относительно богатой семьи, но как младший сын он не унаследовал ни общественного положения, ни значительного капитала. В детстве Ип Ман получил отличное традиционное китайское образование, частью которого было изучение боевых искусств. В 6 лет Ип Ман стал учеником Чхань Васюня, известного мастера кунг-фу Вин Чун, бывшего уже в преклонном возрасте. Чхань Васюнь умер, когда Ип Ману было 12 лет. Среди последних просьб, с которыми мастер обратился к старшему ученику Энг Цунг-Соу, был наказ продолжить обучение Ип Мана. Таким образом, Энг Цунг-Соу стал вторым учителем Ип Мана. В 1908 году, в возрасте 15 лет, Ип Ман был отправлен в Гонконг для получения более современного образования в колледже Святого Стефана. В Гонконге он вскоре познакомился с Лён Пиком, сыном и учеником мастера Лён Цаня, учителя Чхань Васюня. Ип Ман стал учеником Лён Пика и таким образом получил возможность продолжить изучение кунг-фу Вин Чун. Все той же ветви, но немного в другой интерпретации. Впоследствии Ип Ман говорил, что у Чхань Васюня он взял хорошую базу, а изощренные прикладные техники перенял у Лён Пика. Ип Ман вернулся в Фушань в возрасте 24 лет, уже сложившимся мастером боевых искусств. В последующие годы он неоднократно вступал в поединки с известными бойцами и устраивал совместные тренировки для обмена опытом в саду своего дома. В результате росли как мастерство Ип Мана, так и его известность. Основным занятием Ип Мана стала служба офицером полиции. Ип Ман женился на девушке по имени Чан Юнчен. У них родились 2 сына и 2 дочери. В этот период в жизни у Ип Мана формально не было учеников, но он давал уроки нескольким своим родственникам и коллегам. После начала в 1937 году Японо-Китайской войны родной город Ип Мана Фушань быстро оказался под властью японских оккупационных сил. В сложившейся обстановке Ип Ман решил избегать любого сотрудничества, да и вообще контактов с японской администрацией. В результате он сначала остался без работы, а затем и без средств к существованию. Один из друзей Ип Мана, владелец хлопковой фабрики, периодически помогал ему. Несмотря на это, Ип Ман решил переехать в Гонконг.
После окончания Второй мировой войны в 1945 году Ип Ман вернулся в Фошань из Гонконга и снова поступил на службу в полицию. В начавшейся гражданской войне он принял сторону консервативной партии Куминтан, формально правившей Китайской республикой, но фактически терявший контроль над территорией Китая. Как-то в 1949 году весь континентальный Китай оказался в руках победившей коммунистической партии. Ип Ман снова бежал сначала в Макао, а затем в Гонконг. Ведь он был сторонником Куминтана и к тому же служил в полиции. Таким образом, после прихода коммунистов к власти у него было достаточно причин беспокоиться о собственной безопасности. Жена Ип Мана и его дети остались в Китае. Оказавшись в 56 лет без средств и почти без связей в чужой стране, Ип Ман принял решение нарушить клановую традицию передачи мастерства Вин Чун и стал открыто обучать этому искусству за плату. Его подход, впрочем, был далек от современного коммерческого подхода к преподаванию боевых искусств. По свидетельству своего сына, ни разу в жизни мастер не давал рекламного объявления. Как правило, он даже не вешал вывески, гласившей, что он обучает боевому искусству. Будущие ученики находили его сами. Ип Ман же, не давая публичных обещаний обучить любого желающего, сохранял за собой право выбора, принять человека в ученики или нет. Правда, что ученику трудно найти хорошего учителя, но еще труднее учителю найти хорошего ученика, говорил Ип Ман. Несмотря на то, что Ип Ман начал открыто преподавать Вин Чун, скорее под давлением обстоятельств, постепенно распространение и пропаганда кунг-фу стали делом его жизни. Ученики Ип Мана быстро обеспечили Вин Чун славу в Гонконге, а к началу 70-х годов 20 века этот стиль уже преподавался в Америке, Европе и Австралии. Ип Ман никогда не претендовал на то, что он является главой какой-либо школы, и его ученики, прошедшие полный курс подготовки, начинали преподавать Вин Чун от своего собственного имени. В 1962 году сыновья Ип Мана, Ип Чин и Ип Чунь, перебрались из Китая в Гонконг и тоже стали его учениками. Лишь в последние несколько лет жизни Ип Ман перестал вести групповые занятия, при этом продолжая давать персональные уроки в своем доме. В 1972 году у него был обнаружен рак гортани. 1 декабря 1972 года Ип Ман скончался. Желая сохранить систему Вин Чун и передать ее будущим поколениям учеников, за несколько недель до смерти Ип Ман записал свое исполнение основных форм на кинопленку. В Гонконге Ип Ман приобрел известность еще при жизни, но в континентальном Китае его имя долгое время предавалось забвению. В конце 2002 года в Фошане на территории местного исторического музея был открыт музей Ип Мана. Таким образом, историческая роль Ип Мана была, в конце концов, признана на его родине, несмотря на его прошлые политические убеждения. У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Также данное видео вы можете смотреть и в моем инстаграме.
С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!